Всем огромный привет! Сегодня мы с вами сделаем красивую растирку пигментов Innovation с бесспиртовой основой. У нас в палитре сейчас представлены 10 цветов. Ранее была широкая палитра из 20, мы сократили, оставили топ, который пользуется спросом у мастеров перманентного макияжа. Начнем с первого цвета. Цвет зефир называется. Кстати, у нас в нейминге участвовали мастера перманентного макияжа. Это ваше название, которое вы предлагали мне для того, чтобы мы называли эти пигменты. Поэтому, кто узнал, добро пожаловать. Так, зефир. Этот цвет красивый розовый, холодный. Обращаю ваше внимание, насколько плотная текстура, насколько они равномерные, идут через мельницу, максимально ровные, красивые. И обращаю ваше внимание, как стирка ведет себя на конце. Это холодный розовый оттенок. Если их сравнивать с пигментами Basic, наша базовая палитра, то они, конечно, менее сочные при регенерации, потому что в связи с тем, что их прогоняли через мельницу, готовый микс, они стали максимально тонкие, мелкие, диоксид титана там измельчен, что, собственно, не дает пигменту на коже выглядеть плотно и не создает пластилиновый прокрас. Итак, это у нас пигмент зефир. Я бы рекомендовала его использовать на светлую и нейтральную красную кайму. Плотную яркость он не даст. Красивый запрос натуральных розовых губ. Перейдем к следующему пигменту. Пигмент Purella. Это один из любимчиков моих. Он такой уже холодный розовый. Еще холоднее, стал грязнее как будто бы. Но это топ сегодня. Все девушки и женщины, которые любят использовать в обиходе такие цвета помады, они, конечно, будут спрашивать у вас их. Сейчас покажу его на деле в растирке. Вот. Растираю, и мы видим, да, такой тоже красивый кремовый розовый оттенок. Если мы будем сравнивать, да, зефир и Purella, мы видим, что Purella, она такая более пудровая в отношении зефира. Мы создавали тщательно палитру для того, чтобы не получались дешевые оттенки на губах. Я очень сильно не люблю примитивные оттенки, я люблю богатство, роскошь. Собственно, исходя из своего запроса, мы создали эту богатейшую палитру. Это Purella. Она также подходит на светлую красную кайму и на средней яркости красной кайме. Переходим дальше к еще одному пигменту. И, кстати, это максимально безопасные пигменты, которые можно использовать за выходом за пределы красной каймы для того, чтобы получить хороший объем. Это теплый пигмент, нюдовый. Вот, обращаю ваше внимание на него. Красивая растирка, тоже выглядит очень богато. Я, честно, очень сильно люблю использовать его в сочетании 50 на 50 с пигментом Kelly. Кайсел и Kelly идут всегда у меня в паре. Вот такой вот красивый, тоже кремовый оттенок теплого тона. Переходим дальше к любимцу. Этот пигмент называется Niji. Плотный, ягодный. Вот смотрите, какой он красивый. Это вообще любимчик. Смотрите, какой он красивый, роскошный, как он красиво растирается на листе бумаги. Это пигмент Niji. Niji я очень сильно люблю использовать также в сочетании 50 на 50 с истерикой. Это тоже хороший микс при создании плотных прокрасов на губах. И вот он, смотрите, какое при заживлении он будет. Красивый, красивый, красивый. Сразу же показываю, насколько мелкий и красивый помол. Они действительно блестят на губах. Пигменты я использую в завершении процесса создания губ. Он вот как раз-таки дает этот беспиксельный оттенок. Перейдем к одному из плотных оттенков. Это Kelly. Он такой яркий, насыщенный. Красота просто неописуемая. Вот такая вот прелесть. Плотный довольно-таки. Ведет себя хорошо даже при первом проходе. Мне очень сильно нравится. Пигмент CC. Относится тоже к ягодным оттенкам. Его любят мастера перманентного макияжа. Любят в использовании как на молодых, так и на возрастных женщин. Посмотрите, какой сочный, яркий оттенок. При работе такие насыщенные цвета ведут себя очень послушно. Они хорошо имплантируются под кожу и создают красивые плотные остатки при заживлении после схода корок. Еще один пигмент Крис. Вы, наверное, видите, да, что есть имена мастеров некоторых, тоже заморочились. Крис – это пигмент холодный, красный, для создания более насыщенных губ, акварельной техники. Обращаю ваше внимание, как они тоже себя сейчас будут вести. Еще один красивый розово-красный, холодный цвет.
это прям непосредственно цвет Крис. Его можно добавлять по одной капле в любой из миксов для создания такого более плотного ягодного прокраса и подтона. Аврора. Тоже богатый, красивый оттенок. Есть у него такой фиолетовый, холодный подтон, который очень красиво ведет себя на губах. Вот. Обращаю ваше внимание, как он красиво выглядит на растирке. Но это, наверное, если выбирать из всей палитры, это самый ходовой оттенок Флорида. Ну, он похож на нюдовый, там, Глинтвейн, Sienna Red базовой палитры. Это то, что очень сильно любят мастера, и поэтому это топ-продаж из Innovation. Смотрите, какая прелесть, это ваша заливная рыбка. Это ходовой пигмент. Если рекомендовать, то я даже в коротких видео рассказываю про то, что я прям рекомендую Флориду, если вы пробуете только первый раз, Флориду и истерику. Истерика будет следующая. Собственно, само название говорит за себя. Истероидные женщины могут такое нанести. Но, несмотря на его яркость, смотрите какой, призываю вас не бояться этого цвета, потому что при регенерации это выглядит вообще достойно, красиво, он заживает такой нежной холодинкой розовой. Вот очень часто мастера просто боятся вот этих вот таких вот фуксиевых цветов, они боятся там напятнить, боятся сделать ярко. Здесь этого абсолютно не стоит бояться, потому что истерика за счет мелкости своего помола, без добавления черного, замечательно ведет себя в работе. Особенно при заживлениях, при носке, да, то есть вы можете прям не бояться, я ее рекомендую, за нее ручаюсь, сделали и для начинающих, и для мастеров с опытом работы, чтобы вы, еще раз повторюсь, не получали ошибок, которые сложно удаляются. Давайте я прям проговорю, я очень сильно люблю вот работать там 2 капли Флориды, 1 каплю истерики добавлять в нее, чтобы получался такой сложный коричневый оттенок, даже коричневый и немножечко напоминающий карандаш Пупа 004 со своим таким вот холодным изыском. В общем, я прям обожаю эти цвета и ручаюсь за них, потому что они 2 абсолютно безопасные и не дадут вам вот этих пластилинов и жестких темных пятен в работе. Даже если вы немножечко где-то напятните, я с уверенностью могу сказать о том, что эта вся история не останется пятнами. При заживлении это все выглядит довольно-таки спокойно за счет мелкости помола и белого, и органических разноцветных пигментов. На этом базовая палитра Innovation завершена. Будут выходить еще новые цвета. Что хочется сказать про эти пигменты? Эти пигменты мы используем для работы на детках, да, для работы с коррекцией кожи маленьких детей, у кого есть ожоги, у кого есть витилиго, у кого есть разноцветный цвет красной каймы, можно использовать в 1-2 прохода, и ребенок не будет казаться накрашенным. Также и с мужчинами. Мужчины, если используют, допустим, я не говорю про сторонние бренды, я говорю непосредственно про наши бренды, Basic палитра и еще там 1 палитра и темная палитра, они максимально яркие, концентрированные. Эти же пигменты выглядят как вторая кожа. На мужчинах рекомендую использовать тоже непосредственно эти цвета. Ну, допустим, давайте рассмотрим детский цвет. Детеныша можно укатать в пуреллу. Это нежный розовый оттенок детских губ. Рекомендую. Зефир. Можно смешивать 50/50, можно по отдельности. Можно также использовать пигмент Кайсел и Пуреллу. То есть берите довольно-таки светлые оттенки для того, чтобы на детках не получилось это максимально вульгарно. Также и с мужчинами. Вот эти вот 3 цвета, Кайсел, Пурелла и Зефир, могут в разных соотношениях давать натуральные благородные оттенки. И никогда в жизни никто не скажет, что губы у мужчины накрашены или же у ребенка тоже накрашены. Сейчас рассмотрим на примере растирок базовую линейку пигментов Настя. Сейчас их осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 цветов, которые помогут разным народам мира делать замечательные плотные помадные прокрасы. Эта линейка, водно-спиртовая основа, максимально красивые, яркие, базовые цвета, которые удовлетворяют запрос всех народов мира. Итак, поехали. Начну с самых ходовых. Это пигмент Глинтвейн. Давайте я его разотру. Коричневый. Слушайте внимательно о том, о чем я сейчас буду говорить. Глинтвейн используют для работы на пигментированных губах с веснушками. Вот смотрите, какой красивый цвет. Этот цвет
использую в сочетании Wildflower и Glintwein в соотношении 50 на 50. Glintwein относится к нюдовым оттенкам, плотный, довольно-таки плотный. Им можно создавать плотные красивые цвета. Этот цвет подходит всем по запросу. Этот цвет самостоятельный, его можно ни с чем абсолютно не смешивать. Он богатый, красивый. Ну, собственно, в растирке мы его с вами наблюдаем. Перейдем дальше к следующему цвету. Это пигмент Nude Fire. Сейчас мы его тоже сравним с Глинтвейном на примере растирки, и вы увидите, в чем разница. Это такой более кремовый, у него чуть больше белого цвета. Все всегда говорят, что это почему они одинаковые. Нет, здесь даже сразу же видно, что Глинтвейн более насыщенный, потому что у него вот здесь вот в самом начале больше темноты. Вот, обращаю ваше внимание. Очень похожи, но они ведут себя по-разному, выглядят по-разному, буквально на одну ступень. Nude Fire спокойнее, чем Глинтвейн. Они самостоятельные, можно использовать как в смешении, так и в чистом виде. Очень любимый мой цвет Роял. Этот цвет подходит, это холодный розово-красный оттенок. Я его прям очень сильно люблю, рекомендую. Этот цвет подходит для работы с этносами, это темнокожие девчата. Я прям его рекомендую. Да, понятно, что там есть многоступенчатая система подбора цвета, там и белилы нужно использовать, иногда корректоры различные оранжевые, но он подходит для работы с холодными губами. И вот если вы его будете использовать на холодных губах, то он не даст тоже никакой синевы. Это безопасный цвет, там нет в составе Carbon Black или Iron Oxide. Еще один цвет, это цвет Сухая. Это тоже топ продаж, его любят для блондинок использовать, мастера перманентного макияжа. Для тех, кому нужен красивый, богатый, нюдово-розовый подтон. Смотрите, какой он красивый. Он такой карамельный цвет. Я его тоже очень сильно люблю. Сухую, Росбар. Вот эти два цвета можно использовать в смешении 50 на 50 друг с другом. Будет получаться такой пыльный, розовый, красивый цвет. Rosewood — это холодный красный цвет, относится к ярким, насыщенным основным цветам, да, из базовой палитры. Он насыщенный, можно выполнять губы в помадном прокрасе для создания плотности цвета. Также этот цвет можно использовать для создания акварельного прокраса губы в один проход, которые при заживлении будут хорошо читаемы. Далее у нас Sienna Red, это тоже любители. В закрепах у нас есть работы с этим цветом. Это тоже топ. Плотный, кирпичный, красивый цвет. Они очень похожи на самом-то деле с Глинтвейном. Почему мы его не снимаем с производства? Потому что есть те тонкие ценители этих трех цветов, которые находят в них разницу. Росбар относится к семейству холодных розовых. Росбар относится к любимчикам. Вот те, кто выбирает розовые губы, они его прям обожают максимально. Холодный розовый, про него больше нечего сказать, относится к средней плотности цветам. Имейте в виду, если у вас придут клиенты с яркой красной каймой, то, возможно, будет недостаточно плотности цвета по запросу при регенерации. Поэтому при подборе рекомендую использовать на холодной красной кайме и на средней яркости красной кайме. То есть это губы белые, либо светло-розовые. Wildflower — это пигмент красный, теплый. Используем в работе с гиперпигментированной кожей, с коричневой кожей, по-русски скажу, на которой есть меланиновые пятнышки. В простонародье их называют веснушками. Вот для перекрытия используем, так как является красным, теплым. Этот цвет можно добавлять в каждый из цветов для создания более яркого и плотного оттенка. Там в составе просто есть та сяйка, которая дает прям максимально яркую прокрас. Wildflower добавляется в микс к стрелкам. Ну и, собственно, мы его можем использовать как самостоятельно, так и в работе в миксах. Этот цвет вообще можно не бояться в работе на холодных губах. Используйте, пожалуйста. Давайте я прям здесь вот сделаю сравнение такое небольшое, профессиональное, да, исходя из своего опыта. Rosewood и Wildflower — это два красных цвета. Вот визуально, если просто посмотреть на них на картинке, то они как будто одинаковые. Но если мы посмотрим, ну вот в растирке сейчас покажу тоже, эти два цвета, то этот будет
холодным красным Rosewood, а Wildflower будет теплым красным. И они несут абсолютно разную функцию, заживают на коже абсолютно по-разному. Rosewood будет винным красным, такой прям холодным подтоном, а Wildflower даст красивый алый оттенок на разных типах губах. Поэтому и тем можно работать, но просто помните о том, что Rosewood может дать вот этот вот немножечко искусственный, неприродный оттенок, а Wildflower справится с любым запросом. Rosewood и Wildflower. Посмотрите, какие они абсолютно разные, хотя во флаконе выглядят одинаково. Давайте вот так вот сделаю, да, чтобы это было и в общем кадре видно. Я думаю, что мы справились с разбором и сравнительными характеристиками этих двух цветов. Пигмент Blood. Этот пигмент, я его добавляю везде, вообще всегда. Использую Blood для того, чтобы чуть-чуть подзагрязнить цвет и сделать его более таким пряным, что ли, более сложным. Вот у него в составе много белого, он подходит для губ с белой и красной каймой, он является таким корректирующим, самостоятельным пигментом, который создаст более глухие оттенки. Это пигмент Blood. Я не рекомендую его использовать на красную яркую кайму, это абсолютно бесполезно, вам будет недостаточно плотности его цвета, яркости цвета. Он плотный, но он не яркий, и поэтому вот он несет такую функцию. Да, он создаст плотность, но если у клиента запрос «хочу яркие губы в помадном прокрасе», то, конечно, он с этим запросом не справится. Вот. И в палитре еще остался один цвет Мелисса, которым я создаю губы в 3D-технике, да, для выбеливания центральной части. Он не используется самостоятельно, это корректор цвета, который при добавлении в любой микс делает его более светлым. Ну и в то же время этот пигмент является кроющим пигментом для перекрытия каких-то работ раз, либо для работы на, опять еще раз повторюсь, темнокожих девчатах. Корректор цвета вот он такой, он не холодный, он больше теплый, он больше кремовый. Если вы хотите высветлить немножечко какие-то пигменты, которые у вас есть, создать микс более светлый, то я рекомендую работать не чистым белым, да, на губах, а вот непосредственно корректором Мелисса. Сейчас разберем 5 пигментов из линейки Intense. Эти пигменты созданы специально для создания губ в 3D-технике, любимые, яркие, где-то даже максимально ярко, страшно черные. Итак, сделаем растирку первого пигмента, который называется Драма. Нюдовый красивый цвет. Вот, обращаю ваше внимание на него. Такой плотный, хороший. Создает губы яркие, насыщенные. С 1-2 проходов можно укатать в помаду. Это наша Драма. И она довольно-таки холодно-нюдовая. Дальше пигмент Лела. Это Лела. Можно использовать тоже самостоятельно. Светлый, красивый, нежный кремовый оттенок. Светлый. Пользуется на губах на примерно 3-м ярусе. Это центральная часть для того, чтобы сделать вот этот красивый переход. Дальше еще один пигмент Sense. Он уже на 1 подтон цвет темнее. И смотрите, какой тоже красивый. Здесь больше розовинки. Этот пигмент тоже подходит для создания губ в помадном прокрасе. Эта линейка плотная, она насыщенная, яркая. Хочу показать Sense, он довольно-таки тоже богатый и красивый оттенок. Следующий пигмент — это пигмент Debut. И давайте здесь остановимся и посмотрим, как вся эта история выглядит у нас на растирке. И я сразу же хочу вас предостеречь. Это пигменты плотные, еще и плюс ко всему темные, и еще плюс ко всему очень яркие. И смотрите, это у нас Дебют. Я для начинающих специалистов не рекомендую использовать его самостоятельно. Лучше пройти предподготовку по созданию губ в 3D-технике. Это есть у меня на странице. Вы можете запрашивать у наших менеджеров. Он прям яркий, как шапочка у белого гриба. Он такой темный, коричневый. Мне очень нравится создавать вот это приконтурное пространство, более темное. Когда я работаю и хочу создать губы в 3D-технике, мне позволяет либо Дебют, либо пигмент Bold. Вот смотрите, я далеко не буду убирать пигмент Дебют, растирку его. Я сейчас разотру пигмент Bold. И кажется во флаконе, что он коричневый, а на самом деле у него сейчас появится необыкновенно бордовая такая растирочка. Смотрите, вот он. Оп, 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 оп. И посмотрите, какой он получается на растирке. Это 2 цвета. Я его использую на 3-й ярус. И 1-й, и 2-й цвет. Для того, чтобы как раз-таки выделить приконтурное пространство, чтобы оно стало ярким, насыщенным и создавало красивый вот этот вот переход. Здесь порекомендую вам использовать эти 2 цвета, когда они немножечко разбавлены, допустим, пигментом Драмы. Не работайте самостоятельно, если вы боитесь. Если вы уверены в опыте в своем, я вам все-таки рекомендую
рекомендую в первом использовании, во втором немножечко разбавить пигментами Драмы или другими производителями. Ничего страшного не будет. А теперь быстренько пробежимся по тому, как создать губы в помадном прокрасе. Первый я делаю контур и приконтурное пространство. Раз. Это первый проход. Далее, первый проход по губам, полный, я делаю непосредственно Драмой. Так вот прям покажу, да? По всем губам. Дальше я выберу либо микс дебют и Драма, либо выберу микс Драма плюс Болд. В смешении 50 на 50, разбавляя, снимая концентрацию вот этих двух оттенков. Итого, у меня либо взять Болд, либо взять дебют. Вот так вот прям специально, чтобы вы запомнили под запись. Дальше вот мы их прям скрестим, эти два цвета с Драмой. Вот так. Это будет у нас первый ярус, который служит нам вот как раз-таки насыщенной вот этой вот полоской, да, красивой. Ну, там технически есть сложный нюанс, поэтому смотрите обязательно видео. Далее. Я уже буду раскладывать более светлые оттенки. Ну, сюда можно еще сверху мелису добавить, да, для того, чтобы вот эту вот бриллиантовую россыпь показать на губах, сделать красивые переходы. Итого у нас вот такая вот история красивая получается. Приятного пользования, это вообще беспроблемная линейка, но будьте аккуратны, но в то же время насладитесь результатом, который вы увидите при регенерации, при заживлении губ после создания губ в 3D-технике. Еще раз повторюсь о том, что смотрите обязательно мои уроки по созданию губ с градацией цвета. И приятного просмотра, дорогие друзья. Задавайте вопросы, если они вдруг появятся, мы с радостью ответим на них. Приятного пользования, дорогие друзья. Я надеюсь, я была полезна. Увидимся на следующем уроке.